Это вообще не подарок, это провал какой-то. В общем, расстроила. Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня мы распакуем мистическую коробочку от Charlotte Tilbury. Действительно ли это магия или просто обман? Стоит ли она своих средств? И, собственно, что мне попалось? Садитесь поудобнее и поехали! Моя коробочка была представлена на Черную пятницу, но на самом деле Charlotte достаточно часто релизит эти коробки, и даже сейчас на сайте они есть. Собственно, было две версии. Одна моя из 9 средств, чуть подороже, и вторая подешевле из 6 средств. Скажу честно, что я знаю, что там. Не из-за того, что мне дико вообще было просто не втерпешь, и я побежала смотреть, что же там. Конечно, это чувство тоже меня преследовало, но когда я пришла за своей посылкой, меня там ждало разочарование небольшое. Сразу скажу, что это был подарок на Новый год. То есть, понимаем, да, это первая косметика от Charlotte Tilbury, о которой я мечтаю. Это подарок на Новый год, это Magic Box. То есть у меня ожидания были просто, о божечки, несите все, что у вас есть. И я действительно с трепетом очень ждала, мониторила, где вообще конкретно находится моя посылка. И когда я пришла вот такая в шапочке, в шарфике ее забирать, мне выдают, и я вижу, что просто все грязное. Все в какой-то косметической пыли, все очень-очень неприятное. Я это скорее несу домой, понимаю, что я срочно должна знать, что сломалось, и надеюсь, что сломалось что-то одно, или то, что, там, может быть, задвоилось, или что-то еще, потому что помимо коробки Magic Box у меня еще есть непосредственно подарки, которые были отправлены Charlotte вместе с заказом, и я понимала, что, скорее всего, что-то задвоится, и у меня было чувство такое, что, боже, хоть бы сломалось то, что задвоилось, пожалуйста, потому что, ну, если что-то и что-то очень крутое, я, конечно, безумно расстроюсь. Когда ты берешь эту посылку, и ты видишь, что все грязное, все испачкано, конечно, ни о каком терпении речи нет. Я прихожу домой, беру нож, просто канцелярский, открываю, и все ужасно. Все отвратительно, все грязно, все коробки в грязи. Непонятно, что это, румяна, тени, в общем, что-то розовое, из-за того, что там еще талик, видимо, в составе, все такое, я не знаю, вот как мягко, гладко, ну, в общем, вы сами поняли, да, какая текстура у всех этих средств, и я беру и понимаю, что это вообще не подарок, это провал какой-то, и мне просто не хочется все трогать. Я кладу и понимаю, что все, вы разрушили мой Новый год, вы отняли у меня праздник, вы гринч какой-то. Я беру тряпку, начинаю все оттирать. То есть, понимаете, да, косметика за 20 тысяч рублей, которую ты еще потом и оттираешь, и приводишь в вид, на который можно смотреть, не плача. То есть я ее оттираю, я все это собираю по кусочкам, да, свои нервные клетки и косметику. Открываю румяна, и там просто все прям красоте. Вот как вы любите. Я видео аж сняла вот дрожащей рукой, потому что, ну, это невозможно было не запечатлеть. И я думаю, что делать с этими румянами. Изначально, конечно, хотела выкинуть, потом я вспомнила, что так я видела, кажется, где-то статью или видео о том, как это все реанимировать. Вот, села, изначально ничего не получилось, потом нашла спирт дома, просто спиртом еще все это утрамбовала, все прилипало. Ну, в общем, вечер у меня был на славу. Спасибо, Charlotte Tilbury. Я, конечно, не могу винить полностью магазин в этом, то есть я не знаю, где она пострадала, но могу сказать точно, что упаковано было все очень плохо. Не было пупырки, хотя я не знаю, как так получилось. В одной коробке пупырка была, во второй не была, просто средства болтались по коробочке, то есть вот так вот. Все было, и мне, наверное, повезло, что у меня сломалась только одна позиция. Наверное, я могла бы ожидать и больше ужаса. Вот, поэтому я, честно говоря, немножко себе проспойлерила всю эту историю, и я познакомилась со средством, посмотрела, что там, пока оттирала от грязи. Вот, чтобы вам было все приятно, комфортно, потому что я понимала, что я, конечно, могу оставить вот эту иллюзию первой распаковки и того прекрасного волнующего чувства, но, честно, у меня настроение было максимально испорчено, поэтому я не хотела портить его еще и вам, вот грязной косметикой. Вот, поэтому вы меня простите, я уже все посмотрела, но одним глазком. Вторым посмотрим сегодня вместе с вами. И начнем, я думаю, с коробочки, которая шла у меня в подарок. Только она была упакована в такой прекрасный праздничный рукавчик. В целом, вообще, оформление очень приятное. Мне нравится и цветовая палитра бренда Charlotte Tilbury, то есть это такой благородный бордовый оттенок, это золотая тесьма. Здесь у нас тоже все, что это Charlotte Tilbury. Вы уж простите мне, что все немножко заляпанное, я вам сказала, у меня было ЧП. До этого было все просто максимально заляпано. Сейчас это еще такой договоримый вид, скажем. Вот, поэтому в этой коробочке меня ждали
подарочки, которые мне дали заказом. Как я уже сказала, это был мой mystery box и помада. То есть за все это шло 3 полных размера. А давайте-ка посмотрим. Вот тут тоже все красиво, переложено. Ну, сами понимаете, вот так вот переложено. Прощай, румяна! Так, видимо, и было просто, когда мне доставляли мою посылку. Ну что, давайте посмотрим, что нас ждет. Начнем, наверное, с такой самой милашной истории. Это вот такой тег на елочку. Куда-нибудь еще. Просто с Новым годом. Ну, приятно, миленько. Хотя, знаете, здесь нам за покупку дали такую ерунду, да, а вот в календаре Шанель был бы отдельный отсек с этой штукой. Поэтому спасибо, Шарлотт Тилбери, что ты не положила это в свой адвент-календарь. И поговорим о наполнении. То есть та помадка, которую я заказала дополнительно, то есть это не подарок, это помада, матовая версия Pillow Talk. Вообще мне очень симпатизирует вся эта история, что это такой интимный разговор, все так интересно. Все-таки я пиарщик, и я люблю все такое пиарабельное, маркетинговое, то есть вот это прям мне нравится, и вся эта волокита вокруг названия Pillow Talk, она классная. Конечно, Шарлотт Тилбери немножко переборщила, потому что у нее все называется Pillow Talk, тушь, помада, румяна, тени. С одной стороны, это здорово, потому что это такая вот, ну, это тебя выделяет на фоне конкурентов, и когда говорю Pillow Talk, то сразу ты. Я вот не могу вспомнить, чтобы у какого-то бренда было такое говорящее, даже не название, а линейка, да, линейка средств или оттенков. То есть я не могу вот что-то сейчас прям так на лету вспомнить. Сложно. Но у Шарлотт это так и есть, да, то есть Pillow Talk, ты сразу понимаешь, что это Шарлотт Тилбери, что это дорого, это люкс, и это то, что всем идет. Мне кажется, хороший ассоциативный ряд, собственно, пиарщики просто 5 с плюсом. Вот, я заказала эту версию, она у нас матовая, хотя, честно говоря, финиш там не совсем матовый, то есть она достаточно питательная, потому что, когда я слышала, что это матовая помада, я думала, ну, наверное, будет вот как у меня сейчас, да, но у меня сейчас белорусская помада за 200 рублей, вот, поэтому здесь немножко уже другой финиш, ну и по оттенку тут все, конечно, очень симпатично. Я, честно говоря, такие оттенки вообще обожаю. То есть, если бы я не знала, что это известная Pillow Talk, которая всем идет, я бы точно попробовала, потому что все вот эти оттенки пыльной розы, бежевый, нюд, переходящий в розовый, все такое чуть-чуть даже малиновый. Ну, в общем, вот эти все цветовые гаммы приглушенные, да, мне кажется, они дополняют образ очень хорошо и украшают практически каждую девушку. Теперь перейдем к подарочкам. И первый подарок, который мне положили, это помада, которая у нас уже немного в другой формуле, то есть это формула более сатиновая, более увлажняющая и такая более подвижная, да, влажный финиш. И она приурочена, вот эта конкретная помада, к Дженнифер Энистон, то есть она называется Glowing Gem. Эта серия помад, она была приурочена к знаменитым женщинам, которые перевернули мир, которые вот такие сильные единицы. И это очень прикольно, ну, не знаю, как-то вдохновляет. Вот, поэтому мне досталась помада Дженнифер Энистон, и мне кажется, что очень красиво. Ну, то есть прям здорово. Я не могу сказать, что я как-то очень люблю звериный орнамент, но здесь вот смотрится тоже прям очень симпатично, прям меня впечатлило. Вот, посмотрим на оттеночек. Во-первых, хочу сказать, что помады тоже очень красивые, то есть вы здесь можете посмотреть, во-первых, кубки вот эти выгравированные. Господи, мы здесь видим губки. И они очень красивые. Форма у помады тоже интересная, такие рифленые, да, края, действительно необычно. И я вот очень люблю, когда на помаде нет влаги. Я не знаю, с чем связан этот конденсат. Наверное, из-за того, что плохо хранили помаду, либо какие-то технические свойства, да, не соблюдены. Я не знаю. У меня очень жарко дома, но тем не менее вы видите, что она просто в идеальном состоянии. И цвет очень симпатичный. Он отличается от Pillow Talk, да, он более, мне кажется, такой чуть-чуть темную историю, но при этом тоже очень носибельная. И для меня это нюд, то есть для меня это вот та помада, которая дополнит каждый образ. Поэтому за такой подарок отдельное спасибо. К слову, эта помада стоит $37, то есть, ну, такой достаточно дорогой подарочек получился. И дальше, что нам положили в нашу прекрасную подарочную историю, это вот такую палетку. Это палетка оттенки Walk of Shame. Она была не так давно зарелизена, честно говоря. И здесь такая классическая гамма, которая очень-очень характерна для Шарлотт Тилбери. То есть, когда ты говоришь о ее тенях, то, мне кажется, ты вот сразу вспоминаешь какую-то такую историю, да, это какие-то приглушенно, пепельно-красно-бордовые оттенки, персиковые, и очень часто такие оттенки, если они не совсем добротно сделаны, я говорю даже не о технических качествах, а
об оттенках, да, потому что вот даже если вы возьмете вот все оттенки синего и приложите к себе к лицу, вы поймете, что по-разному они смотрятся. И у кого там светлый подтон, нужен такой оттенок, у кого темный, другой. То есть мы все разные, и на нас все по-разному абсолютно смотрится. Поэтому косметика — это та история, которая должна быть очень универсальная. Она должна идти и светлым девушкам, и темненьким, и кореглазым, и зеленоглазым, и голубоглазым. В общем, всем, если вы хотите нормально продаваться. Вот, поэтому здесь такие оттенки, они очень смущают зачастую, потому что они часто делают эффект заплаканных глаз или что-то еще. И вот, ну, красное мы не особо так как-то любим, поэтому вот и к ноте от Huda Beauty тоже были вопросы. Но эти оттенки, они прям дополняют образ. И эта история очень схожа с диоровским теням, то есть и по какому-то финишу очень похожа, и по тому, что мы видим на глазах. То есть оттенки очень красивые, носибельные. Давайте отдельно еще обязательно с вами сделаем обзор на эту палетку и про нее поговорим. Палетка у нас стоила $53 тоже в подарочек. Такой нехилый подарок от Charlotte Tilbury, за это тоже вот огромное спасибо. И румяшки. Не те самые, которые я починила, но да, одни из румян, которые сохранились, которые дошли до меня в здравии. Это румяна в оттенке Pillow Talk, там можно было выбрать либо Pillow Talk, либо Pillow Talk Intense. Я выбрала просто Pillow Talk, потому что мне он показался таким, да, достаточно повседневным вариантом, то есть он подойдет под практически каждый макияж. Да, у него есть немножко такой бежевый подтон, даже не рыжеватый, а ну такой подтон загорелого здорового лица, я бы так сказала. То есть это не розовая история, но тем не менее она прекрасна в лифтинг-макияже и прекрасна для тоже вот освежения, да, какого-то здорового свечения. То есть мне это очень нравится. Мы закончили с подарочной коробкой. Давайте перейдем уже к самому главному, к мистери боксу. Посмотрим вообще, стоил ли он своих денег, какое там наполнение, что мне досталось. А еще посмотрите на мои румяна Франкенштейн. Бокс с наполнением на $426, как я уже сказала, то есть 31 500 рублей, лежит у нас сейчас с вами в этой прекрасной коробочке. Коробочка такая же, как и предыдущая, но значительно тяжелее, потому что средств здесь 9. Давайте пойдем по порядку и посмотрим, что же у нас внутри. Здесь тоже все у нас так красиво, прекрасно оформлено. И будем потихонечку все вытягивать. Давайте начнем, наверное, с самого интересного. Это с моих румян. Ох. Отмыла, как смогла, чтобы оставить вам показать. И румяна в таком вот формате. Мы когда их трамбовали, у нас было два варианта салфеток. Одна салфетка была кружевная, как кружево, а вторая вот такая, не знаю, графичная змеиная кожа. И я говорю, давай кружево, потому что красиво, ну, девчонка. А мне говорят, нет, давай это как будто Дольче Габбана. В общем, и Charlotte Tilbury, Дарья Лебедева сделала собственными руками Дольче Габбана. Пожалуйста, смотрите. В целом, на самом деле, они даже передают цвет. То есть я сейчас вам сделаю единственный затест. То есть да, цвет есть. Мне кажется, он менее пигментирован стал за счет того, что, ну, конечно, я консистенцию не испортила, сделала ее немножко другой. И по самой структуре вы видите, да, что там у нас была хайлайтерная история, по краям был цвет. Сейчас у нас все единое, но они работают, что самое главное, они работают. Это меня безумно обрадовало, потому что тогда я еще не знала, что мне вообще компенсирует, отправить мне что-то новое или как вообще. Но теперь у меня будет 3 румян. Мне кажется, просто румян хватит для моих детей, для моих внуков, все будут пользоваться и наслаждаться. Кстати, очень интересная история. Еще один вопрос у меня к Charlotte Tilbury. Когда я начала шутить с своими друзьями, что ну, у меня румян теперь просто до посинения, я задумалась о срок годности какой. Потому что да, здесь есть срок годности на коробке. Стандартная, наверное, история 30 месяцев. 30 месяцев после вскрытия, но я такая думаю, ну, я другие могу не вскрыть. И сколько, получается, может, они там годик 3 полежат, а еще 30 месяцев после вскрытия. Ну, в общем, у меня такая душа халявщика проснулась во мне. И я задумалась, как вообще проверить. Начала смотреть, поняла, что Charlotte Tilbury вообще нифига непонятно. Невозможно это проверить в интернете, потому что базы, которые есть по проверке срока годности, они не работают. И я как раз общалась тогда с консультантом, который делал мне замену моих бракованных, ну, как бракованных, разбитых. Я не знаю, чья вина, правда. Извините, пожалуйста, если это там разбила моя транспортная компания, но вы очень фигово упаковали. Вот, и, соответственно, я когда общалась, я задала вопрос, говорю, ну, раз уж мы тут собрались все вместе, уже друзья практически, расскажите, как понять срок годности? И мне отвечают, это конфиденциальная информация. И я такая, что? В смысле?
Они говорят, ну, если вы купили средства у нас на сайте, то будьте уверены, что мы за ними следим, все прекрасно. Пожалуйста, не переживайте, можете мазюкать все лицо этими средствами, и вы будете сиять, и все будет прекрасно. Я реально удивилась, что, ну, я говорю, понимаете, что я могу не запомнить, когда я это купила, и вообще это какая-то очень странная политика. Мне кажется, эта информация должна быть открытой, и тем более, это, если это подарок, если ты перепокупаешь у кого-то, да, там на Авито, еще где-то, ну, понятно, что в целом есть вопросы к подлинности, но все равно, то есть, это неправильно. И мне говорят, извините, мы не можем вам предоставить. Пожалуйста, доверьтесь тому, что если вы купили у нас, все в порядке. И тогда у меня всплыла прям история, совсем недавно я купила в Никс базу под пигменты, вы тоже ее видели, и она была просрочена на год. На год, понимаете? То есть не просто... Я не знаю, у меня даже опять слов нет, я настолько была злая. Не то чтобы срок годности подходил к концу, нет, она просрочена. И хорошо, что я посмотрела, потому что я думаю, мои глаза были просто заплаканными котенками, если бы я ее намазала. И когда мы ее принесли сдавать, они сказали, во-первых, что мы не можем сдать, а во-вторых, что, ну, простите, там, не доглядели. И вот, знаете, я понимаю, что Charlotte Tilbury это там другой бренд по уровню, но я больше не доверяю продавцам. И очень бы не хотелось, чтобы так произошло еще раз. Вот поэтому мы, конечно, надеемся, что Charlotte Tilbury действительно за этим за всем следит, и что все у нас свежее в нашем мистере боксе или в любом заказе, но вот это огромный вопрос. Надо посмотреть законодательство США, вообще это можно или нет. Но вернемся к нашей распаковке, не будем грустить, и возьмем следующее средство, которое у нас было уже проспойлерено, мы знали, что оно будет в коробочке, это Magic Cream. Тут такая история, что многие его не понимают, потому что крем очень дорогой, то есть, по-моему, он стоит порядка $100 за 50 мл, то есть такая прям хорошая стоимость. И многие говорят, что за эти деньги можно обмазаться просто золотом и бежать и кайфовать, то есть, ну, $100 примерно сколько, да, сейчас у нас 7-400 рублей, вот, поэтому... У многих есть вопросы к этому средству, но есть те, которые безумно его обожают. Вообще, какая была идеология? Идеология была в том, что Шарлотт — это вообще такой знаменитый голливудский мейкапер, который красит всех звезд, и вы зачастую, если там подписаны на звезд, вы увидите, что это, во-первых, многие макияжи Charlotte Tilbury я уже узнаю, потому что как раз вот эта персиково-медная основа, да, не знаю, красная нить, она тянется из макияжа в макияж, и в Голливуде сейчас это очень любят. Если вы посмотрите ковровые дорожки, вы тоже увидите, что вот, ну, даже если бешено, он уходит немножко в персик. То есть вот такая история. Шарлотт очень любит, поэтому вы, во-первых, если просто посмотрите на модели, вы зачастую поймете, что красила Charlotte Tilbury или кто-то из ее команды. И в целом она очень известна, и вот к ней обращаются, всегда с ней фотографируюсь, то есть это так элитно, да, чтобы она тебя накрасила. Вот, и как вообще создавался этот крем? Когда она еще там в начале своей карьеры, чуть ли она не сама его соорудила, то есть она на бэкстейдже красила модели, и она поняла, что вот, нужно смешать вазелин и ромашку, я не знаю, все это сделать, и получится Magic Cream. То есть она, в общем, там, напридумывала весь этот магический крем, и его обязанность была это увлажнять кожу перед показом, да, перед тем, как девушка выходит непосредственно на сцену, то есть у тебя есть буквально 5 минут, чтобы сделать какую-то магию с твоим лицом, и вот Шарлотт эту магию придумала, разработала, запатентовала и положила нам в эту прекрасную баночку. Очень интересно она раскрывается, то есть, ну, прям симпатично, и, конечно, ну, здесь ты сразу видишь, что это крем за $100. Ну, не могу ничего сказать. Выглядит очень симпатично, и в целом я не против попробовать, потому что я уже сказала, что у меня такой, ну, даже ребячий интерес, потому что очень дорогая у нее уходовая косметика, и я не верю, что она не работает. Ну, прям хочется найти как-то, да, как ее можно имплементировать в свою рутину. То есть, возможно, нужно роллером как-то повозюкать. Ну, в общем, мы с вами посмотрим, тоже разберемся. Пока открывать не будем, чтобы срок годности у нас подольше был, потому что Шарлотт у нас такая девчонка интересная, срок годности не сообщает, поэтому мы сами с вами перестрахуемся. В общем, все достаточно интересно, красиво. Насколько я понимаю, это не самый плотный крем, потому что там есть еще ночной крем, есть крем специальный для области под глазами. То есть это такая хорошая основа под макияж. Собственно, ее и используют в основном как основу под макияж. То есть это не ночная история, это именно чтобы подготовить вашу кожу к показу, к выступлению или просто к тому, чтобы пойти на работу. Следующее средство, которое мы находим в коробочке, это тушь. Здесь тоже сразу вопросики, потому что я знаю, что тушь от Charlotte Tilbury очень не любят. У нее очень много разных тушей, ну, порядка, по-моему, 5-4. Я насчитала на сайте, то есть это достаточно. И у этой самая низкая оценка 3,7. Мне иногда кажется, что такие коробочки кладут что-то просто самое грустное. Но я вас не расстраиваю, мы с вами еще посмотрим. Возможно, там будет что-то классное. В общем, это тушь с самыми минимальными оценками. Но я нашла такой лайфхак. Смотрела одно видео, и девушка рассказывала, что она знает, как спасти любую тушь от Charlotte Tilbury, это использовать хороший праймер для ресниц.
Но у меня опять возник вопрос. Мы покупаем дорогущую тушь, и чтобы эта тушь работала, мы должны купить еще праймер. А чтобы праймер работал, наверное, еще масло. А чтобы масло работало, еще и реснички накладные, потому что, ну, в целом, свои ресницы ерунда. Ну, в общем, я просто как человек, который, ну, честно, пользуется тушью Maybelline уже, наверное, 5-6 лет, и она самая офигенная тушь. Мне очень нравится. То есть, я не знаю, простите, но вот у меня бюджет головного мозга на тему туши, и мне она очень нравится. И когда я вижу, что дорогущая тушь хреново работает, потому что к ней нужно еще очень много средств, которые помогут ей работать. Ну, у меня сразу как-то падает настроение. Вот, поэтому я не могу сказать, что я как-то очень ей обрадовалась. Конечно, очень красивая, то есть все ее упаковки, ну, это отдельное какое-то произведение искусства, все очень симпатично, и в руке прям держишь, ну, понимаешь, что это люксовый продукт, но не могу сказать, что прям вот я очень была ему рада. Это у нас Glossy Black, то есть стандартная черная интенсивная тушь, и у нее толстая щеточка. Тоже с вами протестируем, посмотрим, сделаю, думаю, отдельное даже видео, мы сравним с вами, сделаем битву. Давайте сделаем битву бюджетных и люксовых тушей и посмотрим, кто же ее победит. Удачи тебе, Шарлот! Следующее средство, которое нам положили в коробочку, это наша прекрасная палетка. Как раз таки тоже мы о ней знали. То есть мы знали, что у нас будет Magic Cream, и мы знали, что у нас будет с вами палетка. Эта палетка относительно недавно была представлена, и кажется, она в стандартном оттенке Pillow Talk, если я не ошибаюсь, потому что это такой самый-самый-самый заходящий, проходящий оттенок, который, ну вот, действительно прям всем подходит и всех украшает. Я была очень рада конкретно этой палетке, потому что она отличается от предыдущей. Здесь все оттенки у нас шиммерные, то есть это такая история, как топпер, да, то есть мы используем это на глаза. Понятно, что здесь есть и оттенок, который для того, чтобы построить форму, для того, чтобы сделать мерцание у там основания глаза и все прочее, но они блестящие, и у Charlotte Tilbury очень интересная формула, она достаточно жесткая. Ну, честно, вот изначально, когда я попробовала, я поняла, что, ну, какая-то странная текстура, то есть она как песок немного, но при этом это те блески, которые очень здорово просто блестят, особенно при искусственном освещении, то есть это такое прям... Вау, красиво очень. Вот, поэтому я, как любитель шиммерной истории, как любитель глиттерной истории, конечно, была очень рада. И вот эту палетку я просто с вероятным, невероятным, прекрасным, в общем, вы поняли, аж заговаривалась от того, как я ее ждала. Я с удовольствием ее попробую, посмотрю. И вот эти оттенки я люблю. То есть я очень люблю палетку Naughty от Huda Beauty, на которую тоже я все вам обещаю сделать обзор. И я вот такой цветовой гамме очень склоняюсь. Она дополняет внешность. Я не знаю, может быть, связано с тем, что у меня зеленые глаза, хотя практически у многих моделей Charlotte карие, и тоже очень красиво. То есть, ну, я таких оттенков не боюсь, люблю, поэтому была ей очень-очень рада. Дальше давайте поговорим о помадах, которые были здесь представлены. Первая помада — это Kissing по формуле, это тоже более такая влажная, сатиновая, полумокрая, такой финиш у нее, то есть она при этом отдает цвет, но более... У нее такая деликатная история, то есть не матовая. И здесь меня тоже ждало разочарование. Вот такое. И у меня вот так вот валялась эта помада, и я такая, люкс, который мы заслужили. В общем, да, грустно было, но давайте не придираться, конечно. В общем, помада у нас в оттенке Stoned Rose, то есть должна быть такая розовая история, но она немножечко отдает фрежевизну. Но пусть вас это не пугает, потому что это тот нюд, который на грани морковного и на грани, да, какого-то коричневого цвета. То есть это такая тоже деликатная история, которая красиво подчеркнет вашу внешность. И что мне нравится, что вот с этими палетками от Charlotte Tilbury, так как они более красноватые, более менные, с ним действительно сложновато работать в плане дополнения, да, то есть там и румяшки нужны персиковые, там и помада нужна не розовая, чтобы, да, она как-то не выделялась. И вот эти помады прям вот отлично работают. То есть если мы говорим про связку помады, про связку тени, то все прям красиво, хорошо, не выбивается и точно будет дополнять ваш макияж. Здесь все тоже очень красиво, аккуратно, никаких влаг нет. Я понимаю, что влага, конденсат, наверное, это не какая-то история того, что вещь испорчена или что-то еще, но вот просто визуально, ну, очень аккуратная помада, очень приятная. Сделаем отдельно на нее обзор и сравним вообще все текстуры, посмотрим, как они смотрятся в макияже, как дополняют и какая больше подо что подходит. Следующая помада, которая у нас была в комплекте, это Diamonds. И когда я ее увидела, честно скажу, первое, что у меня была мысль, это ого, Oriflame, привет. Потому что оттенок у нас Lucky Diamonds, то есть это такой бежево-коричнево-кремовый оттенок. И посмотрите, пожалуйста, вам ничего не напоминает, особенно люди, которые выросли, ну, 2000-е, которые пользовались Oriflame. Это, по-моему, Oriflame, если не ошибаюсь.
очень похоже. И теперь мне интересно, кто у кого своровал. Я понимаю, что Шарлотт, наверное, все равно на Oriflame, но даже запах. Кстати, забыла сказать, что косметика вся, ну, невероятно пахнет. То есть вот здесь можешь сразу сказать, что это прям такой люксик, потому что пахнет очень приятно, то есть такой сладкий аромат, как будто какой-то ванильный крем для рук, то есть очень приятно, но посмотрите, очень похоже на просто блеск, который у меня был от Oriflame. Я обязательно эту картинку вставлю, вот, и по самой структуре, да, мы видим здесь достаточно такой сильный шиммер, то есть коричневая база, золотой шиммер, и по интенсивности она скорее как топпер. Я тоже видела, что некоторые девушки рассказывали, что ее можно использовать как так, обыграть вариант своей матовой привычной помады, потому что она сама по себе не особо пигментированная, то есть у нее такой, ну, светлый достаточно пигмент, коричневатый, да, но не всегда перекроет ваш цвет губ или будет спорить с вашим цветом губ. Поэтому это такой блеск-топпер, который можно, например, наслаивать на матовые помады и придать какой-то новой игривости. Многие критикуют этот продукт, тоже, по-моему, 3,7, что ли, оценка у Charlotte Tilbury, вообще не самая высокая, ну, Шарлотт нам тут раздарил того, что, видимо, заряжался на складе, вот, и оценка не очень высокая, но я люблю сияшки, я люблю блестяшки, поэтому меня не смущает, я обязательно попробую и тоже с вами поделюсь. Следующая история — это новый продукт, относительно новый у Charlotte Tilbury, и это тин для губ и для щечек. Но скажу честно, что оттенок у нас Blush Rose, то есть это тоже такая нюдовая история, но, честно, у меня какие-то огромные сомнения, как он будет работать на щеках, потому что он недостаточно интенсивный, если вы увидите, да, то есть недостаточно интенсивный цвет, и при этом он, ну, какой-то водянистый, ну, то есть на губах вообще без проблем, у него очень хорошая ухаживающая формула, там и гиалуроновая кислота, и комплекс витаминов, то есть очень комфортно. Я читала отзывы, девушки тоже рассказывают, что он на губах прям очень питает, но у него очень слабый пигмент, и он мне показался все-таки жирноват, то есть, не знаю, мне почему-то кажется, что он будет разъедать тональное средство. Вот не знаю, протестирую, тоже расскажу, но пока интересный продукт, попользуюсь, сумочку бросить, мне кажется, тоже вообще прекрасный, оттенок такой подходящий. Здесь, конечно, Шарлотт можно выразить благодарность, потому что оттенки подойдут, мне кажется, буквально каждому. То есть это не та история, когда тебе кладут 100-500 красных помад, хотя красные еще ладно, ну таких, знаете, баклажановых, хотя я люблю, но баклажановые помады, коричневые, ты такой, ну когда я буду это носить, когда? Вот здесь об этой коробке могу сказать, что, ну, такие носибельные оттенки, то есть я точно буду пользоваться и вам потом расскажу. Ну и последнее, о чем мы с вами поговорим, у нас осталось буквально 2 продукта, и обычно люди напоследок что-то приятное оставляют, как в адвент-календарях, да, но я оставила немножко грустную историю напоследок, все-таки эти средства были поинтереснее. То есть у нас здесь черный карандаш в оттенке Bedroom Black, то есть это такая черная графитовая история, и все бы ничего. Я понимаю, когда производители кладут черные карандаши, потому что они идут абсолютно всем, они не прогадают с цветом, хотя я видела в предыдущем Mystery Box был карандаш Walk of Shame, тоже такой красный, и я думаю, блин, хоть бы мне попался, потому что я люблю цветные карандаши для глаз, это очень красиво. Черный, честно, у меня нет черного карандаша, как бы смешно ни казалось, но у меня есть какие-то сероватые, графитовые, черного нет, поэтому, конечно, в хозяйстве пригодится и точно всем подойдет, но как-то черный карандаш, ну хочется что-то поинтересней, вот, это первое. А второе, когда я его открыла, чтобы вам его подснять, у меня он просто весь сломался, это вот я сама его поточила, то есть он просто сломался, и я сточила буквально вот 1/3 карандаша, потому что он точится очень тяжело, и не нужно мне говорить, что это потому что гелевый карандаш, и он вот такой при резиновой основе, нет, дело не в этом, потому что у меня такой же карандаш это Виет Сабо, и он сточился у меня сейчас просто буквально за секундочку, не сточился, а поточился, то есть буквально за секунду, все ровное, красивое. Здесь 30% потеряла, 30%, и он такой мягкий, то есть, ну да, наверное, для тушевки и тушевочной техники это хорошо, потому что он будет, да, растушевывать, красиво давать форму, но карандаш за 2-3 тысячи рублей, черный, который на неделю хватит, в общем, расстроил. Следующий тоже еще один карандаш. Это карандаш Iconic Nude. С одной стороны тоже, да, ну хорошо, всем подойдет. Помадки нюдовые относительно, контур губ сделаете. И в целом вопросов нет. То есть хороший карандаш, такой цвет всем подойдет. А знаете, в чем главный вопрос? В том, что мне мешает не карандаш. Когда они, то есть получилось так, что когда я оформила заказ, я знала только 2 средства. И вообще для меня это было прям вот важно не знать что-то, потому что я люблю праздник, я люблю волшебство, и мне хотелось открыть и прям... И тут
они в последний день продаж отправили мне письмо, где было написано, что последний шанс, загляни, вот это все, я заглянула, а там просто все средства видны. И не то чтобы все средства, но контур, да, ну, ты понимаешь, что это карандаш, это то, это все. И когда я увидела, там было такое что-то непонятной формы, вот такое вот, я не знаю, как что, как графин какой-то красивый, хрустальный. Я тогда еще помню, что я, ну, когда подругам скидывала, говорю, я знаю все, что там будет, но я не знала эту историю, я хочу получить и посмотреть, что там будет. И что вы думаете? Где? Где? Нету. Вот, обидно, потому что это были духи. Многие говорят, ну, понятно, что в целом духи — это такая история, кому-то подойдет, кому-то не подойдет, но я хотела попробовать, мне обещали духи, вы дали мне нюдовый карандаш для губ, ну, серьезно, у меня есть карандаш тоже от Vivienne Sabo, прекрасный, 101, я уверена, что у всех у вас он есть, у меня есть новый вот этот тиктоковский карандаш, у меня есть нюдовые карандаши, ребят, мне не нужен карандаш за 2-3 тысячи рублей. Ну, говорю, если бы я не знала, что тут должны быть духи, я бы, наверное, ничего бы не сказала. Но, учитывая, что у меня разбитые румяна, у меня, не знаю, карандаш черный был тоже сломан, буквально я его сточила практически полностью, что у меня все грязное, и еще и нет аромата, ну, извините, я буду говорить все как есть. Вот, поэтому нюдовый карандаш меня тоже разочаровал. И еще самое интересное, мы с вами посчитаем стоимость, потому что стоимость этого карандашика, ребят, у меня все задокументировано, понимаете, насколько я подготовилась. Карандаш для губ стоит $22, а аромат, который должен был быть в этой коробке, стоит $100. Как вам разница в 4 раза? Мне кажется, вот прям... Не знаю, что сказать. Я уже нашла ответ на свой вопрос, почему мне не положили аромат. Они там завуалированно так ответили, это же тоже задавали им вопрос, нашла в открытом доступе, что они ответили, что, ребят, простите, мы понимаем, мы направили претензию в отдел, который занимался отправкой, но у каждой страны свое наполнение. И, скорее всего, это связано с тем, что я живу, понятно, не в Америке, к сожалению, и в Америке, видимо, легче транспортировать, и они оставили аромат. Но другие страны, они решили положить что-то другое. Но, ребят, без проблем, я все понимаю. Я понимаю, что с ароматами сложно, там многие адвент-календари перестали отправлять то, что содержит какую-то жидкость вообще, да, потому что с этим проблемы всегда, но без проблем. Все понимаю. Но, ребят, $22 и $100, вы понимаете, что это... Разница огромная, почему бы не поменять на что-то более дорогое? У них есть что-то более дорогое, положите какую-нибудь палетку для скульптурирования. Но, ребят, карандаш для губ, это выглядит как, ну, как будто мне пробник какой-то дали. Я не знаю, был бы еще красный хотя бы. Ну, хотя с красным тоже вопрос, я бы сказала, где красная помада? То есть тут как бы, не знаю, вот все, только не карандаш для губ. Все готово рассмотреть. В общем, на такой грустной ноте... На такой грустной ноте мы закончили с вами обзор. Вот, все, что было в коробке, я, честно говоря, в сомнениях, потому что косметика хорошая. Я уже что-то немножко протестировала, в целом мне нравится. Это реально люксовая история, прекрасно все сочетается, прекрасно пигментировано, все перетекает друг в друга. И давайте мы, наверное, о качестве косметики самой поговорим позднее, потому что я планирую на все это снять обзор. Мы все досконально с вами разберем, потому что сейчас у меня уже большие вопросы к Charlotte Tilbury, и хочется как-то, ну, объективно на все это посмотреть, поэтому я вот весь этот негатив, который сегодня был, простите за него, пожалуйста, но я хочу честный обзор, я не хочу говорить, что все офигенно, если у меня есть вопросы к бренду. Вот, поэтому давайте мы вот эту всю историю оставим в этом обзоре, потому что это мое мнение, оно может не совпадать с вашим, и это здорово, и это хорошо, потому что мы все разные, но это мое честное мнение на коробочку, не на качество продуктов. То есть на продукты мы с вами сделаем отдельное видео. И мое честное мнение таково, что, во-первых, Charlotte Tilbury хреново упаковывает свою косметику, потому что она разбивается, когда вы ее получаете. Второе, про черный карандаш молчим, окей, это наполнение. Но Charlotte Tilbury любит заменять средства, которые она уже заявила, которые она отправила на почту, и заменяет их достаточно дешевыми альтернативами. Вопросы. Реально, вот понимаю, ну нужно было заменить аромат, сложно было его доставить. Ну положи что-нибудь хорошее, ну положи какую-то палетку. Ну и в-третьих, наверное, то, что меня еще смутило во всей этой истории, что я, когда вообще заказывала Mystery Box, я была готова к тому, что наполнение будет, ну, соу-соу или вообще офигенное. Но я посмотрела предыдущие обзоры, они были интереснее, там было столько палеток, там была палетка для лица, там был хайлайтер, еще что-то. Ну, то есть, прям я вот смотрела и думала, ой, хочу. Ну, то есть, вот эту коробку я прям очень сильно хочу. И здесь я не могу сказать, что это провал, совсем прям полноценный, да, то есть есть какие-то провальные истории, но в целом все эти средства,
они хорошие с точки зрения того, что, ну, все-таки не дураки работали над наполнением, потому что они подойдут буквально каждому человеку. И когда мои друзья тоже спрашивали, ну как тебе, я сказала, что, блин, прикольно, то есть я все это попробую, поюзаю. Конечно, я бы не взяла такое огромное количество помад сама, если бы брала, да, там, я, наверное, отказалась бы от тинта, я отказалась бы от этой блестящей истории, но, тем не менее, это то, что ты реально будешь использовать. То есть я не могу сказать, обычно такие коробки, это, ну, честно говоря, помойка, да, то есть тебе вот отправляют все, что есть, все пробники, всю такую историю, и пользуйся. Нет, здесь, во-первых, нет ни одного пробника. Пробники были как подарок, ну просто даже не обсуждаем. То есть здесь нет пробников, это полный размер. Это действительно стоит дороже, чем та цена, за которую они продали. Но, ну какие-то, ну какое-то все серое. Ну не знаю. Ну то есть я понимаю, что я за свои там 13 тысяч рублей смогла бы купить, наверное, только 3-4 средства, но не могу сказать, что что-то вау. Но при этом можно пользоваться. Не знаю. Вот сделайте, пожалуйста, сами вывод, напишите, как вам вообще коробочка, считаете ли вы, что она стоит своих денег, и классная ли она, или просто, реально, может быть, я очень расстроена всеми факторами, и мне как-то она не очень понравилась. Очень интересно ваше мнение, пожалуйста, напишите и скажите, вообще фигня или классное наполнение. Присылайте, вот так наполнение супер, вот так наполнение отстой. Посчитаем с вами результат, и я пойму, я overreacted, как всегда, либо что-то не так. И, кстати, по стоимости. Как вы уже поняли, мой карандаш стоит 4 раза дешевле, чем аромат, поэтому и стоимость моего бокса получилась дешевле, чем ту, которую они обещали. Даже посчитала. Вот настолько меня не расстроили, понимаете? Они обещали, что бокс будет на $425, а он получился на $337. То есть не додали они $88, а это 6500 рублей. Вот это уже прям обман. Ну, не могу ничего сказать. Средства хорошие, качественная косметика. Мы с вами посмотрим, разберем. Не будем вот этот весь шлейф, давайте весь негатив оставим в этом ролике. Начнем все новое приключение Шарлотт Тилбери с чистого лица. Чистого лица. Надеюсь, что благодаря этому крему лицо мое будет чистое, благоухающее, но с чистого листа. И посмотрим все средства, потому что я уверена, что они очень хорошие, я уверена, что за свою цену они работают, но Новый год немножко подпорчен. Спасибо огромное, что вы досмотрели это видео до конца, нам пора прощаться. Еще раз, пожалуйста, расскажите, как вам бокс. Возможно, я слишком строга, или вы считаете, что это та косметика, которая, ну вот вам прям вот невероятно подошла бы, и вы были бы очень-очень-очень рады, потому что на самом деле смотрела обзоры, и многие блогеры очень положительно отзывались. Может быть, я не консюмер, да, может быть, я не та целевая аудитория, на которую они метились, не знаю. Пожалуйста, напишите, как вам бокс, жалко ли вам мои деньги, или вы считаете, что все в порядке, мы будем с вами все это тестировать, смотреть. Это вам, ребят, это мы с вами все будем смотреть, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, мы это все еще протестируем. Надеюсь, что вы досмотрели это видео до конца, поставили лайк, оставили комментарий, нажали колокольчик, чтобы увидеть больше негативных обзоров от меня, и подписались на канал, потому что для меня это очень сильно важно. Вот, спасибо огромное и до новых встреч. Пока.